Daggerfall. Играли? Лично я нет. Сотни часов в Обле, Море, десятки в Скайриме, а вот к первым 2 частям серии TES я так и не притрагивался. На. Да не, я не могу. Да на, ну чё ты? Не, я не могу, не. Да на, чё ты? Да не надо. До недавних пор, пока один многоуважаемый чатерс из нашей уютной тележки не предложил мне обратить свое внимание на мод для Warband, о котором сегодня пойдет речь. Здесь должна быть шутка про миллениалов, типа «Ахахах, ну типичный я, сначала поиграл в мод на игру, а потом в саму игру». Ну, так-то да. Плотно сел за Dagger я только после минимальных 100 часов. Доброго времени суток, сэры и муцеры. Сегодня будем играть в настоящий Hidden Gem пользовательского контента по Mount & Blade. С вами, как всегда, честнейший Гомес, и в этом видео-эссе мы рассмотрим за лупой модификацию Struggle for the Iliac Bay. Устраивайтесь поудобнее, мы приступаем. В первую очередь надо обозначить тот факт, что модов по сеттингу древних свитков несколько. Но есть нюанс. Почти все они замерзли в середине десятых на начальных этапах разработки. Самым амбициозным проектом в данной нише принято считать Morrowind House Wars, который обзавелся релизной версией в начале 2015 года. Но это не та весовая категория, если мы беремся сравнивать наполнение данного проекта с нашим сегодняшним предметом разбора. Про остальные модификации даже говорить нечего. Когда надежда получить качественный мод по одной из самых популярных фэнтези-франшиз почти угасла, на сцену в 2023 году выходит он, Райндал Блэкфрай, человек, который сделал то, чего никто не смог. А именно, выпустил раннюю версию Struggle for the Iliac Bay. И она была уже масштабнее и проработаннее, чем все ранее вышедшие комьюнити проекты по TES. Но автор не собирался останавливаться на достигнутом. Несмотря на то, что он практически в одиночку параллельно вел разработку еще одной модификации, World of Wasnar, о которой, я надеюсь, у нас будет повод поговорить в отдельном ролике, Блэкфрай продолжил поддержку и выпуск обновлений для Struggle for the Iliac Bay. Последний большой апдейт вышел совсем недавно, в конце августа этого года. Поразительная продуктивность, которой можно только позавидовать. Однако у нас есть похожие кейсы, где автор также тянул свой проект почти в соляного и продолжал выпускать патчи на протяжении десятилетий. Все-таки усердие и настойчивость разработчика не являются гарантом высокого качества его продукта. Поэтому предлагаю уже закончить вводную часть и перейти непосредственно к ощупыванию нашего сегодняшнего предмета обсуждения. Пу-пу-пу, с чего бы начать? Обычно к разбору геймплейной части я подхожу с нововведений. В это трудно поверить, но в самом масштабном моде по TES систематических изменений, которые затрагивают ролевую систему или классические механики Warband, практически нет. Вы могли подумать, ну как так? Неужели автор забил на такие характерные аспекты свитков, как магия, особенности рас, метафизика и прочее? Нет, Блэкфрай не забил. Он поступил куда элегантнее и хитрее, адаптировал. Создание персонажа состоит из этапов выбора расы, класса и созвездия. Они определяют стартовый пул навыков, атрибутов и экипировки. Уникальных особенностей от происхождения или знака рождения тут нет. В качестве игровых рас нельзя выбрать доступных в оригинальном Daggerfall аргониан и каджитов, зато вместо них добавили имперцев и орков. Переработано было только одно умение – мощный бросок. Блэкфрай превратил его в магическую силу, зависящую от атрибута интеллект. Несмотря на то, что в моде представлены заклинания 3 разных школ – разрушение, колдовства и восстановление, они все завязаны на вышеупомянутом умении
и базируются на механике все того же метательного оружия. Вернее, не только лишь все, а атакующие заклинания, коими тут выступают всяческие магические молнии, ледяные шипы и огненные шары. Чисто игромеханически мне, человеку незнакомому с моддингом, трудно сказать, какие именно категории нативного оружия использовались как прототип для той или иной магии. Могу лишь догадываться, что огненные шары используют механику гранат, обычные залпы огнестрела, ну а с шипами тут уже все ясно, они полностью опираются на классическое метательное оружие. У некоторых атакующих заклинаний есть скриптовые эффекты, вроде того же солнечного света, наносящего повышенный урон нежити, вампирских кастов с лайфстилом или ядовитых брызг, накладывающих отравление. Помимо магии урон наносящий, есть чары школы колдовства, с помощью которых можно призывать в качестве подкреплений различных существ. А также заклинания школы восстановления, позволяющие лечиться в бою. По сути, это все, что можно рассказать про магию, если не брать в расчет артефакты, коими являются уникальные вещи, также обладающие особыми скриптованными свойствами. Но о них мы еще успеем поговорить. Сейчас же я хочу поговорить про главное, по моему мнению, отличие Struggle for the Iliac Bay, если сравнивать его с другими модификациями. И заключается это отличие в том, что данный мод смещает акцент с классического геймплея Warband, где большую часть времени вы будете заняты борьбой за власть и завоевыванием карты, в сторону некого подобия данжен-кроулера, зачисткой подземелий, сбором артефактов и в конечном счете обретение силы сверхчеловека, способного практически в одиночку противостоять, если не армиям, то как минимум отрядам врагов. Blackfry не отнимал у игроков традиционный для Mount & Blade путь, в котором вы либо нанимаетесь на службу к одной из уже существующих фракций, либо пытаетесь создать свое королевство. Он просто сделал процесс захвата карты менее привлекательным по сравнению с эксплорингом, выполнением особых заданий и поиском секретов. Посудите сами, что для вас будет интереснее: в очередной раз захватывать 100-500 городов и крепостей на огромной карте, преимущественно с дженериковыми войсками, при этом сталкиваясь все с теми же трудностями, что в Native. Или же отправиться в приключение на 15 минут по крутому рукотворному данжу, в глубинах которого может покоиться древний артефакт – вилка чистки сладкого хлебушка, при помощи которой вы сможете эффективнее убивать стражей-нужников в следующем подземелье, где будет реликвия посочнее. Думаю, ответ очевиден. Армии мажорных фракций тут представлены обычными бойцами, без каких-либо выдающихся особенностей, выходящих за рамки баланса нативного варбанда. Грубо говоря, у одного королевства там мощная конница, у другого пехота, у третьего стрелки и т.д. В рядах регулярной армии нет магов или других интересных юнитов. Вернее, они, конечно, есть, но составляют лишь малую часть войска в найме или спасенных из плена солдат. Поэтому зарубы армия на армию мне показались весьма скучными в рамках свободного забега. Возможно, для кого-то это не будет проблемой. В конце концов, есть люди, которым просто нравится перекрашивать карту в цвет своей фракции, и им не важно, каким инструментом при этом орудовать – гигантским валиком или крохотной кисточкой. Они просто кайфуют от самого процесса. Лично для меня смещение акцентов тоже не стало проблемой, но совершенно по иным причинам, суть которых я уже изложил выше. Сражение за залив Илиак – это не классический путь героя Warband. Но зато это классический путь становления героя в ТЭС, где, начиная приключения никому неизвестным персонажем с подобием конкретной специализации, мы рано или поздно становимся самой почитаемой личностью в регионе, лидером всех возможных гильдий и организаций, хранителем всех древних артефактов, легендарным воином-мага-шаманом, чья сила выходит за рамки человеческой. Именно такой опыт мод готов вам предоставить. Теперь, когда мы номинально определились с тем, что из себя представляет Struggle for the Iliac Bay, предлагаю перейти непосредственно к погружению в игровой процесс.
И я расскажу вам 3 уникальные истории 3 героев, что прибыли в залив Илиак, ведомые своими благородными и не очень стремлениями. Жалкие! Угар-Грохон идет за вашей кровью! Слышите этот топор? Он жаждет битвы! Никто не уйдет живым! Вообще, первым моим траем был старт за другого персонажа. Но быстро прикинув, что магам тут нужно больше времени на набор массы, я оформил рестарт за орка-варвара, рожденного под знаком воина. Отправился, естественно, к браткам в Арсиниум, и тут меня уже встречали как своего. Представителю другой расы еще нужно заслужить право пользоваться орочими ништяками, покупкой их войск и снаряжения. И я же потратил стартовый капитал на найм своих хоуми, и мы пошли набегать на домики и грабить кору Ваны. Начиная за орка в Арсиниуме, у вас со старта будут враждебные отношения с 2 соседними фракциями – Вейрестом и Нордпойнтом. Их деревни и стали первоначальной целью лутинга. Вырученных денег хватило на первый закуп и найм большего числа братков. У Гортвога можно купить не только простых работяг, но и гоблинов, великанов и, самое главное, орков, магошаманов, которые прокачиваются в имбовых чернокнижников, могущих кастовать фаербол по площади. Снарядившись, я взял первое задание у жреца Малаката. Оно, кстати, доступно только для персонажа орка. Принцу Даэдра угодно, чтобы мы покарали орка-отступника, который продал своих соплеменников в рабство. Малакат такого прикола не выкупил и приказал нам доставить гнилого темщика в Арсиниум, дабы после группового фистинга отправить его на бессрочные работы в данжен, фармить орехалк для братанов. Базару 0. Докс нам скинули. Едем по адресу крепости наблюдателей и наблюдаем, как у Слейд Трейера начинает подтекать подлива при упоминании Малаката. Происходит битва, в ходе которой наши бравые шаманусы крайне толково сокращают численность врагов еще на подходе, что позволяет минимизировать потери. Темщик пойман, хоуми освобождены, время возвращаться за наградой. И ею становится Валендранг. Особых свойств у него нет, кроме пробития блоков, но на начальной стадии игры это очень неплохое оружие. Помимо получения артефакта, у нас открывается возможность нанимать кровожадных избранников Малаката, но они не то чтобы слишком эффективные бойцы, поэтому данной опцией на протяжении игры я почти не пользовался. Далее я взялся за выполнение заданий Гортвога, основателя 3-го Арсиниума. Большой босс Грид, что в Эйресте поднялась буча из-за того, что орки начали строительство своего государства на их территории. И некий лорд Боуэн уже собирает подписи на своей петиции в пользу выселения зеленокожей братьи. Мы, конечно, не можем допустить такой несправедливости, а поэтому отправляемся пояснить буржуям за независимость Арсиниума. При огневой поддержке чернокнижников и теперь еще с помощью Бонг Валендранга сделать это удается без особых трудностей. После поражения лорд соглашается обнулить свою петицию, чтобы не быть обнуленным самому. В награду за защиту народной Арсиниумской республики король Готварг выдает орочью лату. Ну что ты лату забрал? Какую нафиг лату? Латы! Латы! Завершающее арку задание состоит из 3 частей. Нам предстоит убедить лидеров самых влиятельных государств залива Илиак признать королевство орков независимым. На каждого монарха свой рычаг воздействия. Королю Готриду мы должны доставить запечатанное письмо. Судя по контексту и событиям, имевшим место быть в оригинальном Daggerfall, есть основания полагать, что это то самое послание Уриэля Септима. Но это исключительно мое предположение. Вскрыть конверт и узнать правду игра нам не даст. Короля Сентинелла Готварг предлагает подкупить за смехотворные 10 000 септимов. Лидер орков уверяет, что Камарон поставит Сигну за донат, ибо после недавней войны с Даггерфоллом он знатно обнищал.
Ну а на монарха Вейреста давление можно оказать через его новую супругу, королеву Барензию. Дело в том, что недавно кое-кто опубликовал ее биографию, в которой описывалась весьма бурная, даже по меркам данмерской женщины, молодость нынешней жены короля Эдвера. Барензия подсуетилась и избавилась от этих книг, но один экземпляр, попавший в руки адептов червя, уцелел. Нам-то и предстоит его раздобыть. Задачи ясны, приступаем к выполнению. Первым делом отправляемся на юг и предлагаем подачку королю Сентинелла. Тот, конечно, деньги берет, но на правах обиженки ставят условия. Миру быть, только если мы победим его чемпиона, рыцаря свечи. Соглашаемся, пропускаем пару ударов, но это не критично. Кладем на лопатки врага и тем самым выигрываем поединок. Камарон огорчается от такого поворота событий, но слово обещает сдержать. Далее по плану у нас отжатие биографии Барензии у некромантов. Не вполне понятно, с какой целью последователи Манимарка хранят при себе произведения уровня похотливой органианской девы. Лично я могу это объяснить только тайным желанием подушить своего черного червя при прочтении. Тут призрак был, да. Мирным путем у кумеров книгу не получить, поэтому придется уложить некромансеров рядом с их воскрешенными слугами. Это, к слову, была первая битва с врагами, в чем арсенале умений была магия, но мои орки-мага-шаманы и тут не подкачали. Забираем биографию и кабанчиком подскакиваем к месту обмена. Там нас уже дожидается Герольд Королевы. Говорим ему, что предоставил нам гарантии мира с Арсиниумом. В противном случае Барензии придется искать себя в паблике прошмандовки Вейреста. Тот бугуртит, но договорничок заключает. Правда, стоило мне покинуть место обмена и отправиться на встречу с королем Даггерфолла, как меня нагнала группа спортиков из Темного Братства. Сложив у себя в голове 2 и 2, я пришел к выводу, что Докс скинула именно Барензия, потому что нищий король Сентинелла просто не смог бы нанять ассасинов, а другим я еще так сильно нагадить не успел. В любом случае, деденсайдные фанаты Мамки Ночи ничего не смогли сделать, так что деньги были потрачены впустую. Вскоре наш отряд добрался до стен Даггерфолла, и письмо Гортвага было благополучно передано королю Готриду. Последний из списка монарх также согласился признать Арсиниум в качестве независимого государства. Договорничок заключен. Арсиниум Орочий. Слава королю Гортвагу. По возвращении нас чествовали как героя и наградили лучшими доспехами, а также уникальным орочим шлемом полководца, который снижал цену на содержание орков в отряде. Кроме прочего, у Гортвога теперь можно было нанимать элитных защитников Арсиниума, самых лютых орочих бойцов. Эту сюжетную арку мы закрыли. Думая о том, чем бы заняться в свободном плавании, я отправился в паломничество по дейдрическим алтарям. Первым я посетил святилище Периайта, принца болезней. В отличие от других, для его призыва не требовалось особого подношения, условие было лишь одно – уровень персонажа не ниже 14-го. Лорд Дейдера сообщил, что недавно пара деревень поблизости попали в локдаун из-за местного ковида, и туда был отправлен верховный жрец пасти страждущих, что бы это ни значило. Но служители Акатоша убили юродивого и его паству. Периайт считает, что причиной была зависть, ведь обычно принца болезней принято изображать в форме дракончика. А Акатош, как вы знаете, самый что ни на есть настоящий бог-дракон. Ну и поэтому облик, который принимает лорд Даэдра, оскорбляет его последователей. Ну не знаю, по-моему, есть более веские причины убить какого-то полоумного жреца, который приходит в зараженные деревни и начинает там пасти страждущих. Но из Обливиона, наверное, виднее, поэтому спорить не буду. Что от нас требуется? Войти в обитель ордена Акатоша и отравить тамошний колодец. Подразумевается, что задание можно выполнить типа по стелсу, стараясь обходить стражу. Но это ни разу не путь орка, закованного в сталь с гигантским молотом в руках. Не знаю, имело ли смысл, кроме символического, отравлять колодец, ведь когда я до него добрался, в цитадели уже вряд ли оставался хотя бы один живой обитатель.
Но это и не важно. Главное, что задание Периайта выполнено, и в награду мы получили разрушитель заклинаний. Уникальный двемерский щит повышенной прочности, увеличивающий навык владения щитами при экипировке. Следующим местом, которое я посетил, стала обитель безумного бога. Шаагарат в качестве подношения потребовал кусок Сыру! и Головка салата латука. после вручения этих предметов жрецу, тот позвонил своему богу. Алло? Шаагарат устраивает вписку, но не уверен, стоит ли приглашать на него одного бро, душного данмера по имени Элэрик. Поэтому решает пранкануть его. Ну, вы знаете эти дружеские подколы. Шаагарат просит убить Элэрика. Ну кто мы, чтобы осуждать проказы безумного принца? С ебанутыми лучше не спорить, особенно если это боги Даэдра. Поэтому отправляемся творить ультранасилие над бедным темным эльфом. Тот явно не был готов к тому, что по его душу явится армия орков. Прожмем F за добряка. Возвращаемся в святилище Шаагарата и застаем вечеринку в самом разгаре. По итогу принц безумия все-таки решил пригласить Элэрика на культурное мероприятие. Спрашиваете, где он? Так вот же. В награду за выполнение задания дейдрический принц дает нам, нет, не вабаджак и даже не вилку щекотки, а копье горькой милости Morrowind Edition. Только призывает оно ледяного, а не грозового Атронаха. В любом случае, это оружие для меня пока не актуально, так как для него требуется более высокий показатель магической силы, а у моего персонажа есть только сила грубая. Ну ничего, когда-нибудь я смогу его экипировать. Ну а пока продолжаем забег по святилищам. На очереди принц крепкой охоты. Его алтарь расположен в Глинмарильском ковене. Ведьмы просят в качестве подношения за призыв Свежее мясо для еды. и меха. Отдаем трофеи и слушаем суть поручения. Херсин просит навестить своего бывшего последователя, который отказался от Фурисьюта и решил на старости лет стать Нормисом. Бог квадроберов не ожидал такого предательства от одного из своих избранников, поэтому мы должны спустить с него шкуру и возложить ее на дейдрический алтарь. Легчайшее задание. Отправляемся в местечко под названием Сильверхуф Форест, где последний раз видели пожилого. Находим хижину старого и говорим, что пришли передать привет от мистера Херсина. Тот просит не делать глупостей и войти в его пенсионное положение. И если не доедать деда, тот выдаст в награду шкуру спасителя. Однако, если пойти до конца и выполнить приказ Херсина, то уже сам бог одарит нас своим луком. И я выбрал второй вариант. К этому времени у меня в инвентаре уже накопилось достаточно предметов, с которыми я бы не хотел расставаться. Но никакого стэша или хаба мод, как я думал, не предоставлял. Спойлер, предоставлял. Но на тот момент мне об этом было неведомо. Поэтому было принято воистину гениальное решение отжать один из замков Веэреста, чтобы у меня банально появился сундук для складирования особо редких ништяков. Взяв максимальное число бойцов, коих не набралось даже 100, я выдвинулся к стенам пограничной крепости Гавадон и начал осаду, которая быстро перетекла в штурм. У меня прокачалось приличное число как орков-магошаманов, так и лучников, которые хорошо отработали по гарнизонным стрелкам. Защитники Арсениума добили оставшихся пикинеров внутри замка. Крепость была захвачена без существенных потерь. Я взял своему персонажу титул наместника и выбрал в качестве знамени флаг Арсениума, а также выдал орку-капитану, нанятому ранее, единственную деревню. Получилось такое импровизированное орочье королевство. Однако развить идею с полноценным захватом карты через зеленокожих весьма непросто. Очень не хватает опций выбрать в качестве культуры войска Арсениума. Но они не являются фракционными априори, потому такого варианта нет. У назначенного вассалом спутника появлялись в отряде орки-бойцы, но для пополнения гарнизонов нужно все-таки бегать до Арсениума. В общем, на основании своего государства мои попытки в классический геймплей Варбанда, можно сказать, и закончились.
и я вернулся обратно к сбору артефактов и эксплорингу. Посетил пару интересных мест с уникальными противниками. Например, пещеру со сприганами, чьи атаки накладывали отравление, перманентно отнимающее ХП, вплоть до летального исхода. После чего я наткнулся на тайное святилище никому неизвестного бога Талоса. Во времена событий Даггерфолла Тайберу Септиму, как девятому богу имперского пантеона, еще не поклонялись. И тут у нас как раз вокруг этого строится небольшая квестовая арка. Жрец Кродник рассказывает о нелегкой доле служителя божества, чье имя никому не известно. Люди небезосновательно считают его шизиком. Недавно он проповедовал в одной деревне, жители которой его обсмеяли и прогнали санными тряпками. Буквально через пару дней на село напали великаны. Чтобы защитить свои дома, простым деревенским парням пришлось взяться за оружие и сражаться с гигантами. Но битва была неравной. Выжил только один микрочел по имени Харкел. Он решил во что бы то ни стало отомстить великанам и восстановить свой клан. Но победить 5 гигантов в одиночку ему не под силу. Тут-то и пригодится благословенный самим Талосом. Да пребудет с тобой Фаллос. Герой, который придет на выручку Мстителю. Кродник дает щит с эмблемой Талоса и с молитвой отправляет в путь. Встречаемся с Харкелом у логова великанов. Предлагаем помощь, от которой охотник не открещивается. Вместе идем кромсать исполинов. И в этом моменте возникли трудности. В первую очередь из-за того, что напарник не следует командам, которые я отдаю, и сразу начинает агрить великанов, которых проще было бы забирать аккуратно по одному. Мне потребовалось немало попыток, чтобы не умереть самому и сохранить жизнь Харкелу. Но в конечном счете логово было зачищено. Норд поинтересовался, ради чего мы потратили свое время на помощь простому деревенскому парню, на что по просьбе жреца ответили так, как тот и советовал. Мол, пути Талоса неисповедимы, и это его воля привела нас сюда. Байт сработал, и Харкел пообещал, что посетит святилище Талоса. Не то чтобы ему было куда вообще возвращаться, ведь я напомню, его деревню уничтожили великаны. Тем не менее, поручение выполнено. Кродник благодарит за помощь, но доводит до сведения, что пока мы воевали с великанами, в святилище приходила группа альтмеров. Высокие эльфы, исходя из своей философии, считают саму идею возвышения человека до уровня бога нелепой. Узнав о том, что какой-то жрец начал читать проповеди о Тайбере Септиме, именуя его 9-м божеством, уроженцы Саммерсета пришли в ярость и явились устроить погром. Они избили бедолагу Кродника и забрали вырезанный им священный символ Талоса. Жрец понимает, что проблему с хейтерами надо как-то решать. Для начала стоит найти того, кто сможет на регулярной основе защищать святилище. На эту роль отлично подходит воительница по имени Джойра. Благодаря вот такому наитию мы узнаем от священника, что искать девушку нужно в таверне Алькайры. Общаемся с ней и выслушиваем ее историю. Она подписалась на сопровождение каравана из Маркарта. По пути в Вейерест к обозам подъехала группа рыцарей и предупредила о разбойничьей засаде, предложив поехать по обходному пути. Вот только настоящая засада ждала караван именно в том месте, на которое им указали якобы благородные воины. По классике выжила только девушка, и теперь она одержима местью тем рыцарям-изгоям. Делать нечего, помогаем ей расправиться с заклятыми врагами, после предлагаем осесть в святилище Талоса, на что та в принципе согласная. Осталось решить последний вопрос – покарать альтмеров, отнявших у Кродника священный символ его бога. В помощь нам выдают нескольких бойцов, уверовавших в могущество Талоса, и мы отправляемся доказывать эльфам, что те неправы. Упреждающий удар по гегемонии Талмора успешно нанесен. Возвращенную регалию Кродник разрешает оставить, а также с этого момента пещера официально может считаться нашим полноценным убежищем. Тут есть кузнец в лице Харкела, который будет продавать нам снаряжение. Появляется возможность нанимать стражей Талоса, и, самое главное, здесь есть сундук. И если бы я знал об этом раньше, не пришлось бы захватывать крепость и терпеть нападки буквально от всех королевств, объявляющих мне войну.
Ну да ладно. Продолжил я свой увлекательный трип посещением святилища Клавикуса Вайла, принца сделок. Тут его квест — это буквально копипаста задания из Обливиона. Платим таксу за призыв и получаем приказ вернуть лорду Дейдра клинок Умбра. Узнать о местонахождении нынешнего владельца меча можно у рыцарей Эбонарма, местного младшего божества, покровителя воинов. Они указывают на руины, в которых скрывается Умбра. Там мы и находим нынешнего обладателя меча, который прогоняет нам примерно ту же телегу, что и Умбра из Облы. И так же как в Обле, у нас есть два варианта, как поступить с мечом после его получения. Первый – отдать Клавикусу в обмен на его маску, второй – оставить себе. Тут Умбра не обладает никакими выдающимися свойствами, так же как и маска, которая безоговорочно проигрывает другой древней реликвии – легендарному калавианскому меховому колпаку. Я оставил меч тупо потому, что не хотел расставаться со своим шлемом, снижающим затраты на содержание орков, которые составляли костяк моей армии. Ну и за эбонитовые доспехи Умбре спасибо. Они весьма сильно повысили выживаемость моего персонажа. После задания Клавикуса я немного побродил по данжам и отправился к святилищу Меридии. Эта дейдрическая принцесса известна своей нетерпимостью к любым формам нежити. И, конечно, ее задание связано с устранением ходячих мертвецов. Сперва надо победить отряд оттенков. Чего, блять? Кстати, я еще не говорил, что играю с локализацией от Шофу. Ну вот, теперь вы знаете. А если без иронии, то тут в оригинале спектр. Довольно типичный для обозначения всякого рода призраков термин. Победив 50 оттенков в поле, нам открывается доступ к склепу, в котором творит свое некронепотребство неугодный Меридии злодей. Прорываемся с боем через нежить, упокаиваем всех неупокоенных, включая самого некроманта, и возвращаемся к принцессе Дейдра за наградой – клинком рассвета, наносящим повышенный урон нежити. Кроме прочего, у нас появляется возможность нанимать стражей Меридии, и я решаю ей воспользоваться, чтобы бросить вызов призраку короля Лизандуса, чей мстительный дух, как и в оригинале, бродит у стен Даггерфолла. Увы, победа над ним не приносит ни уникального лута, ни выхода на скрытый квест, ни какого-либо другого уникального контента. Максимум, что вы можете после триумфа взять его в плен, что выглядит довольно комично, и поставить у себя в голове галочку, что смогли одолеть такого грозного противника. Немного разочаровавшись, я ушел в плотный эксплоуринг и зачистил все доступные подземелья, до которых только смог добраться. Рассказать про каждое очень хочется, но не можется, потому что в этом случае ролик тогда никогда не закончится. Посему ограничусь лишь самыми важными данжами, лут из которых предельно максимально бустанул силу моего персонажа. Склеп Черного Сердца. Я пытался протащить его намного раньше, но дальше большого зала с мостом у меня пройти не получалось. Теперь же, благодаря сиянию рассвета, раскидывать нежить стало на порядок проще. Как видите, я также начал немножко осваивать и магию. Потому как сила уже достигла 30 и выше качать ее смысла я не видел. Самой большой проблемой в этом подземелье был финальный босс – Сэр Кулантир, который мало того, что сам по себе был сильным, быстрым и чрезвычайно стойким, так еще с ним в комплекте шла орава высокоуровневой нежити. В то время как на моей стороне были, две девочки. Не мытьем, так катанием с какой-то там попытки я таки улучшил момент, чтобы повалить босса качалки и забрать самый полезный из доступных артефактов – эбонитовый клинок. В оригинал лоре оружие, созданное дейдрической принцессой Мифалой. Лайфстил, который он дает при атаке, это то, что было необходимо для комфортной зачистки всех остальных подземелий. Особенно таких лютых, как дейдрические руины, в сердце которых располагался ни много ни мало портал в мертвые земли, план Обливиона Мируна Садагона, населенный могучими дреморами. Это без преувеличения самые сильные противники в игре. И такой статус им обеспечивают их непробиваемые дейдрические доспехи, сет которых как раз собирается в этой локации. Ну и закономерно, что после облачения в самую прочную броню с мечом, способным пополнять полоску жизни, открывается чуть ли не гад-мод, позволяющий в соло выкашивать целые армии.
Конечно, это не единственные артефакты, полученные из данженов. Но, как я и сказал ранее, пересказывать даже кратко заход в каждое подземелье у меня не хватит времени. Поэтому вернемся к дейдрическим квестам. В святилище Хермеуса Моры для призыва на алтарь нужно возложить любую книгу, повышающую навык. Конечно, разумным решением будет пожертвовать ту, что ваш персонаж уже прочитал. Я так и сделал, отдав эссе по логике. Да-да, не удивляйтесь, за таймскип Угар уже успел стать тем самым классическим героем любой из частей ТЭС, который хорош буквально во всем. Каноны соблюдены, так сказать. Задание от Принца Знаний оригинальностью не блещет. Нас посылают убить очередного NPC в его убежище. На сей раз надо устранить мага-отшельника. В награду полагается титульный артефакт Хермеуса Моры – Огма Инфиниум, который можно будет использовать почти так же, как в оригинальных частях, где он встречается, для увеличения атрибута и навыков на нем завязанных. Героический путь Грохона подходит к концу. Он уже обрел силу и власть за пределами возможностей простых смертных. Перед тем, как подать в отставку, я решил пройти также квесты Имперского легиона, благо там заданий не так много. Особняком стоит миссия от Фактора Восточной компании, который просит нас возглавить штурм старой крепости на острове Балфиера. Дело в том, что имперские торговцы решили восстановить замок и использовать его в качестве своего опорного пункта. Но, как водится в таких заданиях, бандиты, конечно, успели устроить там логово аккурат перед этим. Нам нужно с группой солдат отбить руины, что не составит большого труда, даже в мидгейме. Ну и награда не то чтобы супер щедрая, всего 6000 септимов. Ну и возможность покупать у Фактора имперское снаряжение. Квесты Легиона будут уже по заковыристее, не считая первого поручения. Чтобы вступить в ряды защитников Империи в качестве агента, сперва придется выполнить задание по устранению предателя, бывшего легионера Фабио Андиума. Он с совсем крошечным отрядом патрулирует между городами Гленумбра и Антиклер. Расправиться с ренегатом не составит большого труда. Сделать это можно будет чуть ли не на самых ранних этапах игры, тем самым заслужив звание имперского агента, а вместе с ним и простенький комплект снаряжения. Последующие квесты будут уже посложнее. Сперва нам поручат избавить залив Илиак от заговорщиков, которые злоумышляют против императора. И как всегда воду мутят дворяне Вейреста. От нас требуется узнать, кто замешан в подстрекательстве к бунту, а затем найти и наказать всех виновных. Прибыв в назначенное место, встречаем информатора, который сообщает, что лагерь наемников, спонсируемых бунтовщиками, находится где-то недалеко от поселения Вудборн-Холл. Отправляемся туда и выбиваем сведения из лорда Смутьяна. Тот говорит, что за восстанием стоит никто иной, как... Фиксик! Не совсем. Фиксер. Отчитываемся боссу, и тот одаривает нас новым комплектом снаряжения, а также посылает на штурм замка мятежников. Но простым нахрапом, по мнению генерала, крепость не взять. Нужен отвлекающий маневр. Легион послал одного из своих легатов с армией вперед, чтобы выманить основные силы из замка. Пока они будут стянуты боем вдали от крепостных стен, нам с небольшим элитным отрядом предстоит взять в плен Фиксера. Действуем согласно плану, захватываем Смутьяна и на обратном пути не забываем помочь в бою легату. Генерал говорит: Детка, ты выполнил задание на 5 с плюсом? Остался последний квест. В этот раз поручение связано с одним из древних аэдрических артефактов – кольчугой повелителя, принадлежавшей храму Кинарет. Отряд людей, облаченных в форму легиона, якобы под предлогом сопровождения жрецов, доставлявших реликвию, завел тех в ловушку и, убив большую часть священнослужителей, выкрал броню. По горячим следам находим преступников. Ими оказываются дезертиры. Побеждаем их. Выживший капитан в обмен на свою жизнь рассказывает, как найти логово главаря их шайки, который и приказал добыть для него кольчугу.
Идем по наводке, попадаем в грот, где расположен лагерь преступников, убиваем их лидера и лутаем легендарный доспех. Имперский генерал салютует нам и выплачивает 5000 септимов. Храм Кинарет готов заплатить еще 10 тысяч, если мы вернем им украденную реликвию. И на этом арка Легиона заканчивается, как и героический путь самого Угара. Как я устал от сбора артефактов. Пора бы продать весь этот мусор и купить домик в селе. Хочу быть простым деревенским парнем. Оставшиеся деньги раздам лордам, чтобы от меня отстали. Угар, письмо от короля Гортвага. Срочно нужна твоя помощь. Ладно. Это последний раз. Думал, что твои преступления будут забыты, Дейдра-поклонник. Пришло время платить по счетам. А чья это могила? А ты не знаешь? Это Грохон, герой Арсиниума. Говорят, его предали свои же. Да уж, мерзкий народ эти орки. Пойдем лучше выпьем. Но там, где кончается одна история, берет начало другая. К тому же я не успел рассказать о других организациях, в которые игрок волен вступить в ходе своих приключений. Очевидные выборы, доступные со старта. Гильдия магов и бойцов, а также 4 рыцарских ордена. Неочевидные варианты – это Орден Черного Червя, Гильдия воров, Культ 8 и Вампирский клан. Гильдия бойцов и магов, каждая помимо Радиант-квестов, имеет уникальное задание, даже 2. В бойцовском клубе нам предложат посостязаться с другой компанией наемников, выполняя контракт одного из лордов Нордпойнта на скорость. Однако в ходе развития событий мы узнаем, что наши оппоненты нечисты на руку. Нужно будет найти доказательства, предоставить его нанимателю и отстоять тем самым честь гильдии, после чего не забыть получить награду. Второй квест у бойцов – это копипаста оригинального задания гильдии из Daggerfall про лорда Кавара. За исключением той детали, что в моде нас лишают вариативности выбора стороны. Тут у нас остается только путь с передачей письма к королеве Акарити и последующей поимкой лорда, который будет прятаться не в подземельях под замком Вейреста, но в своем замке возле перевала Леки. В награду за выполнение задания королева Сентенелла выдаст снаряжение рыцаря свечи. Первым заданием в гильдии магов будет ликвидация коллеги-отступника. По своей структуре это задание напоминает обычный квест на поиск преступника в деревне. Но в данном случае, если мы откажемся исполнять приказ гильдии и пощадим колдуна, через некоторое время тот свяжется с нами и предложит прибыть на остров Балфиера, дабы принять совместное участие в небольшом магическом приключении. В ходе авантюры мы с нашим временным напарником отправимся на поиски адамантинового ящика в древние руины могучего клана Дерени. За помощь с находкой предмета Бро подарит заклинание вызова огненного элементаля. По второму заданию мы отправимся в пустыню Аликар, где некий член гильдии по имени Тодвард ведет раскопки двемерских руин. Первым поручением археолога будет устранение небольшой шайки бандитов, которая мешает их исследованиям. Ну а после нас пустят уже в сами руины, где, сражаясь с двемерскими анимункулями, на самом нижнем уровне развалин нужно будет найти гномские чертежи и принести их Тодварду. В награду мы получим не только уникальные взрывные болты, но и возможность за определенную сумму и слитки железа пополнять отряд двемерскими автоматонами. В воровскую гильдию можно вступить, выполнив поручение Рамуна по взысканию долгов. У этой организации нет ни процедурных заданий, ни уникальных квестов. В хабе гильдии любого из городов можно только продать особые трофеи из подземелий по их максимальной стоимости, за плату нанять свой отряд всякий сброд или улучшить отношения с различными минорными фракциями изгоев. В рыцарских орденах присутствуют только радиант задания, добавленные в недавнем обновлении.
Зато сюжетная арка Служителя 8 предложит нам замантлить Пеленала Вайтстрейка до того, как это стало мейнстримом в самом скучном DLC для Обливиона. Хвала ранее упомянутым богам, тут сбор реликвий крестоносца не такой душный процесс и занимает порядком меньше времени. Наградой станут не только латы и оружие киборга-убийцы из будущего, но и возможность укреплять свой отряд стражами святилищ. Сюжетная арка некромантов одна из самых таинственных и неочевидных, так как для того, чтобы выйти на Манимарка, который является основным квест-гивером, надо иметь минимум 300 IQ. Сперва нужно будет найти неотмечаемую локацию на плато в горах. Затем внутри пустого склепа догадаться ударить по вот этому черепку на алтаре. А сразу после теста на смекалку идет проверка боевых умений вашего персонажа. Ведь чтобы попасть к королю червей, вам сперва придется проложить себе путь через высокоуровневую нежить. И лишь попав в центр склепа, вы сможете вступить в ряды адептов Манимарка. Его первым поручением будет удар по организации, основанной его давним врагом, Галерионом Мистиком, по гильдии магов. Нам предстоит умерщвить волшебника по имени Деката Пленелиус. Отправляемся на встречу с агентами червя в Даггерфолле, они говорят, где мы сможем пересечься с магом. Настигаем его и отправляем на встречу с Ситисом, за что получаем признательность Манимарка и один из его артефактов – амулет Некроманта. Следующее поручение Ордена связано с рыцарями круга Аркея. Некто Сир Эсмнольд объявил крестовый поход против нежити. Если его не остановить, он со своими воинами рано или поздно доберется до логова некромантов и побеспокоит Манимарка, чего тот категорически не потерпит. Король червей до нас уже посылал отряд на усмирение рыцаря Аркея, но те по какой-то причине так и не приступили к выполнению миссии. Верховный некромант говорит, что если тех еще можно использовать, мы вольны призвать их для борьбы с врагами Ордена, однако если они бесполезны, стоит избавиться от них. Что сказать, весьма утилитарная позиция, но я предпочел не выкидывать мусор, тем более, что некроманты вполне годные к помощи в выполнении поставленной задачи. Принимаем их в отряд и едем на рандеву с Эсмнольдом, побеждаем рыцаря Аркея и привозим то, что от него осталось Манимарка. Тот с радостью поработает с доставленным материалом. В награду получаем посох, а также обучаемся некротическим ритуалам призыва, благодаря которым сможем на регулярной основе пополнять свое войско нежитью. Последнее задание короля червей отправит нас в Сентинел. Наша цель – душа прадеда нынешнего короля Камарона, Королиса, который в форме лича продолжает влачить свое бренное существование глубоко в крипте под замком. Запутанные коридоры подземелья в этом задании выступят куда более грозными противниками, чем нежить их населяющая. Но разобравшись в пасфайндинге, мы таки находим неупокоенного Королиса и пленяем его душу, за что получаем заклинание призыва лича. После выполнения всех заданий можно попросить у Манимарка поделиться с нами секретом обретения бессмертия. Тот с охотой поделится знанием, но для выполнения обряда нам потребуется сосуд для переноса души – филактерия. Такая имеется у другого темного мага, который также вскоре планирует проведение обряда. Ну и конечно, вместо того, чтобы корпеть над созданием артефакта, проще тупо отжать его умения расторопного коллеги. Этим мы и должны заняться, если хотим совершить свой ритуал. Вырываем филактерию из рук несостоявшегося лича и вуаля! Вечная жизнь у нас в кармане. В комплекте с ней идет автоматическая вражда со всеми фракциями. И это вся арка Ордена Черного Червя. Мне осталось поведать только о вампирских кланах. Чтобы получить благословение Мулакбала, надо сперва выполнить квест «Безумный убийца». Он выдается констеблем в городе Старые Ворота. В ходе его выполнения мы столкнемся с таинственной женщиной, которая поможет выйти на след разыскиваемого преступника. Тот, как и она сама, является вампиром. Если после этого мы согласимся вместе с ней отправиться за проклятой душой некой графини, которая обратила этого безумного убийцу, и посодействуем ее уничтожении, таинственная женщина предложит нам причаститься к вампирской силе. Если принять дар, мы сможем выбрать одно из 9 клановых наследий бонусов и получим уникальное вампирское заклинание. Но несмотря на наше преображение в кровосисю,
Для прочих вампиров мы низшая тварь. Чтобы заслужить право зваться членом семьи, нам предстоит выполнить задание. И это снова убийство очередного мага-затворника. Зато после того, как мы устраним цель, для нас откроется путь в обитель всея вампиров Хайрока, крепости Ривенспайр. Внутри царит прям крепенькая атмосфера мира тьмы. Думаю, что любой среднестатистический фанат Vampire the Masquerade Bloodlines оценил бы сие зрелище по достоинству. Но я как-то к вампирской темке не прикипел, поэтому наслаждался зрелищем без особого фанатизма. Ответственным за следующее кровосисное приключение становится Папа-вампир, сходу выдающий задание на возвращение реликвии клана, украденной гильдией магов. Волшебники передали артефакт, ядрить его в корень, Стража Стендара, и теперь нам придется штурмовать их крепость, дабы вернуть сакральный предмет. Благодаря вампирским умениям и призыву нежити выполняем поставленную задачу и получаем в награду Шиш. Ну, хоть старая подруга, превратившая нас в вампоса, говорит, что мы привлекли внимание самого Мулакбала, и принц Дейдра готов доверить нам ответственную миссию. И вы ни за что не поверите. Да, это очередное убийство мага в его логове. Тут уже награда не Шиш. а целая булава Мулакбала, зачарованная на тот же лайфстил. Больше в Ривенспайре уникальных заданий мы получить не сможем, только купить снаряжение и нанять вампирских приспешников. Но на карте, помимо вышеупомянутой локации, есть еще одно тайное место, где скрывается другой Кровавый Орден. Найти его можно в руинах крепости Ремона на побережье близ Анвила. Ну, тут уже прям максимально пафосная локация с не менее пафосными вампирами Сиродила. Столичные сходу словесно начинают попускать собрата из провинции, называя его Панаехом. Единственный способ заслужить их расположение – уничтожить, нет, в этот раз не мага-отшельника. Что странно, но банду вампиров из Хаммерфелла, которые планируют вторжение в столичный регион. Выполнив за сиродильских всю грязную работу, нас соглашаются терпеть и даже разрешают, так же как в Ривенспайре, покупать снаряжение и нанимать бойцов. Фу, ну на этом точно все. А нет, наебал! Вы знали, что если ударить по стенке в дейдерических руинах, можно открыть проход в святилище Меруна Садагона? Нет, я не знал. А это правда? Правда. Блять, сука, никто не знал. Потому что даже в гайде от автора нормально не описано расположение этого алтаря. Мать твою, Блэкфрай, что за дела? Не, я, конечно, за здравый эксплоринг и всякие там секретики. Я даже могу понять прикол с черепом, открывающим проход к королю червей. Но как я должен догадаться о том... Хотя... Минутку. Кажись, я понял. Хоня, который уже поиграл в Daggerfall, пожалуйста, сделай вставку. Ну, типа претензия снимается, я не знаю. Решение, конечно, смелое, но получается вообще не интуитивно понятно для любого, кто не играл в оригинальный Daggerfall. Ну или не мог представить, что данную фичу Daggerfall автор мода захочет перенести в свой проект. Что же до квеста Дагона? Дремора посылает нас на поиски артефакта своего бога в курган короля червей. Иронично, что две самые секретные локации в игре так тесно связаны. В любом случае найти бритву не составит особого труда, если вы уже бывали в кургане. К сожалению, награда в виде восстановленной бритвы Мерунаса не впечатляет. Я думал, у нее будет прок мгновенного убийства, как в Обливионе или Скайриме. А тут завезли призыв Дреморы. Прикольно, конечно, но не ультимативно. Ну вот теперь точно все. Про неотмечаемые квесты и задания Ричменов в Маркарте я рассказывать не буду, потому как они слишком незначительны. Вместо этого предлагаю перейти к изложению своего итогового мнения. Что хочется сказать о модификации? Ну, во-первых, она точно заслуживает того, чтобы в нее поиграли, как минимум, если вы фанат вселенной древних свитков. Идею с тем, чтобы не перелопачивать ролевую систему, прописывая под каждую магическую школу отдельный навык, изобретая всяческие костыльные расовые обилки, я полностью поддерживаю. Простота и элегантность, с которой новые элементы, будь то магия или волшебные артефакты, вплетены в нативный геймплей, заслуживает отдельного рукопожатия.
И в целом, не считая каких-то моментов по типу бесконечных заданий на убийство магов-затворников под разным предлогом для разных людей и организаций, меня огорчает только один нереализованный, но очень важный для подобных модификаций момент, а именно основной сюжет. Здесь, мне кажется, его отсутствие особо остро бьет по выстроенной конструкции. Ведь с одной стороны, у нас тут множество разрозненных заданий минорных фракций и гильдий. С другой, отодвинутый на второй план, но все еще существующий на периферии, классический геймплей Варбанда. И поверх всего этого очень плотным слоем навален опциональный эксплоуринг. Как писал один чатерс у меня в телеге, подписывайтесь, кстати, ссылочка в описании, собрав то же комбо, что было у меня из эбонитового клинка и дейдрической брони, превратившись в бессмертную машину для убийств, пропадает главный элемент удержания – азарт. Честно сказать, у меня на поздних этапах игры уже тоже не было задора, с которым я начинал. И по ощущениям, наличие основного сюжета помогло бы справиться с постепенной утратой интереса. Потому что собирательство ради собирательства, накопительство ради накопительства – это, конечно, один из неотъемлемых атрибутов аутирования в ТЭС, но хоть игроки древних свитков отказываются признавать важность основного сюжета, и я считаю, что он необходим. Как минимум для морального оправдания пауэрапа. Ведь мне, как мне хочется верить и вам, было бы куда приятнее осознавать, что обретенная в ходе сбора артефактов сила в конечном счете послужит какой-то цели. И достигнув ее, меня встретит победное сообщение, как в том же Пендере, а не просто пустая карта с вычищенными под ноль данжами и риторическим вопросом, ради чего я потратил столько времени на все это. Как-то так. Было чётенько, подпишись, все полезные ссылки в описании. Твой лайк – это базовый минимум, а комментарий – роскошный максимум. Для тебя вещал Честный Гомес. Спасибо за то, что досмотрел до конца, и увидимся в будущих роликах. Пока.